Всем привет, с вами снова Max Day 7, и на этот раз ролик будет посвящен тому, как для меня закончился пятый сезон. Это первый сезон, который я играл от начала и до конца, потому что пришел в игру я во время четвертого сезона, когда половина из него уже истекла. Итак, что я могу сказать на данный момент? За этот сезон мы получили достаточно много контента. Это были разные открытия лутбоксов, что не сказать, что прям контентом можно назвать. Также какие-то распродажи уникальных майнеров, достаточно выгодные. Но и самое выделяющееся из всего этого, это, соответственно, Midsummer фестиваль и Golden Hour. То есть центральный летний фестиваль и Золотой час. В центральном летнем фестивале мне не удалось достичь многого. Все, что я смог получить, это вот этот вот майнерчик, ну и еще немножечко RLT и каких-то бонусов и запчастей. Но теперь же Золотой час ивент я закрыл полностью. Как я это сделал? Сейчас расскажу. Для начала я использовал, как бы сказать, уязвимость игры, или неуязвимость, а механику, наверное, будет сказать вернее. Все уже, наверное, знают, но если кто-то еще не знает, за каждое прохождение игры вы получаете одну синенькую палочку. И она действует ровно 12 часов. То есть через 12 часов после прохождения игры эта синенькая палочка у вас исчезнет. И, соответственно, после исчезания у вас может быть два состояния. Если у вас будет так, как у меня сейчас, то у вас исчезнет одна эта палочка, и у вас просто останется одна. Но есть маленькая хитрость, ведь вы можете набить уровень до второй сложности, и тогда у вас будет вторая сложность и одна палочка. Как вы думаете, что произойдет, когда вторая сложность останется без одной палочки? Правильно, она упадет на первую. При этом первая у вас будет с тремя. Следовательно, сыграв один раз в игру, вы снова игру вернете на новый уровень и получите за это очки. Таким образом, где-то за 4 дня я смог закрыть полностью весь ивент Золотого часа. Да, я для этого донатил. То есть здесь без зазрения совести могу сказать, что в общей сложности я задонатил 51 Binance USDT. И так как потом мне чуть-чуть не хватило, я еще донатил именно в Dogecoin'ах. Это я уже донатил давно, как бы вы можете посмотреть дату. А вот это я донатил недавно. То есть в общей сложности у меня вышло закрытие ивента за 59 RLT. И при этом я их потратил. Честно скажу, я их потратил. Я открыл несколько боксов. В частности, 1, 2, 3, 4. 4 бокса открыл. И этого мне хватило, чтобы закрыть ивент за 3 дня. То есть, вам все, что вам нужно, это просто ловить время, когда у вас будут уменьшаться в игры. Стратегия на самом деле предельно проста. Вы не играете ламбу, да, то есть вы не играете ее, вы играете все остальные игры конкретно 9 раз подряд. Оставляя между ними, вот вы начинаете играть в первую игру, засекаете 12 минут, проигрываете полностью все игры, кроме Lamborghini, и у вас на таймере остается в среднем там 2-3 минуты, может быть. Ждете этих 2-3 минуты, и опять начинаете играть CoinClick, опять ставите таймер. Так делаете 9 раз. Я не буду объяснять, почему именно 9 раз, я не буду объяснять, почему мы не играем ламбу, я не буду объяснять, почему мы засекаем еще 3 минуты дополнительно. В общей сложности мы ставим 13, допустим, минут. Просто на будущее, если будут подобного рода ивенты, эта информация вам сильно пригодится. Вы, соответственно, засекаете это все 9 раз, 9 кругов и заканчиваете на этом. У вас должен получиться 4 уровень с одной палочкой. Также, прежде чем это делать, вы также должны понимать, что у вас должно быть менее 100 игр за последние 24 часа. И здесь много тонкостей, я не буду это сейчас расписывать. Главное, что благодаря такому использованию механики игры вы могли получить за абсолютно все повышения уровней, то есть за каждую игру вы получали повышение уровня, а следовательно 5 очков. И таким образом на x10 в день вы получали 9900 экспириенса. Соответственно, умножали это на 3 дня и получали 29700.
И до последнего уровня вам оставалось закрыть всего лишь 6000. Что можно было легко сделать без доната или траты РЛТ. То есть вдумайте, вы могли просто завести деньги в роллер, но не тратить их, а грамотно их менять и получить 30 тысяч опыта, не тратя ничего. А потом, как многие сделали, просто купить Event Pass за эти денежки и получить еще 12 тысяч и закрыть ивент Golden Hour. Конкретно, что касается именно Event Pass, то я его тоже закрыл, и сейчас я на расслабоне, на чиле, как говорится, ничего не делаю. Я перестал даже играть, и у меня отпуск. Этот ролик пишу исключительно, чтобы показать, что если вы разбираетесь в игре, либо стараетесь найти информацию, и вам многие, кстати, в чате, в Телеграме спрашивали про использование этой фишки с опытом, и поначалу мы отвечали очень огромному количеству человек. Потом, конечно, да, у нас запал сдулся. Но если бы вы следили за информацией и были, допустим, в чате в самом начале, то там понимал практически любой, и для вас это не составило бы никакого труда. Ивент был действительно хорошим, Ивент Пасс тоже. Ждем ближайшего обновления. И напоследок хочется узнать все-таки, сколько уже в последний день людей получило майнер с ивента Golden Hour. Где-то 700-800 человек, 1000 человек. Вдумайтесь, 1000 человек имеют этот майнер. 1000 человек закрыло полностью этот ивент. Для сравнения, здесь 3660 человек купили E-Pass. И те, кто его покупал, я практически на 100% уверен, что у всех и каждого из них, ну, может быть, ладно, не у каждого, но у 90% тех, кто его купил, была возможность получить и вот это. Но не судьба, видать. А также теперь давайте ради приличия сравним, сколько же купили 4-й сезон Event Pass, чтобы показать, что аудитория роллеркоина действительно растет и очень много конкуренции появляется. Заходим и смотрим. 3500 человек. Ну, если честно, я ожидал, что будет больше. Или меньше. Но почти одинаковое значение. Но это еще не конец. Я думаю, еще там до 4000 покупок ивент-пассов доберется. Всем спасибо за просмотр. Делитесь своими успехами в этом ивенте в комментариях. И также ждем грядущее обновление. Всем салом, как говорится. С вами был Max Dice 7. До встречи.